Да, что вся история в том, что вот я иду туда, вот я оказываюсь там, вот я уже здесь где-то, а вся моя семья очень рациональная, и вдруг моя мама могла бы мне сказать: так, ну подожди, подумай, и я уже туда не пойду, а мне было не нужно. Могли бы вы немножко рассказать о том, какое место этот спектакль занимает в вашей биографии, то есть что ему предшествовало и что последовало за его выпуском? Был ли это ваш дебют, да, театральный? А второй вопрос касается, собственно, понятно, что кроме темы иллюстрации, в этом спектакле есть еще тема просто современного театра, это лекция о современном театре в том числе. И нетрудно заметить, что основные герои современного театра в вашем спектакле – это хореографы. И мой вопрос вот какой. Скажем, видите ли вы в драматическом театре некоторых собеседников, которых вы могли бы ввести в этот спектакль? И относите ли вы себя, скажем, вот тот жанр, который вы сегодня представили нам, к драматическому театру? И в-третьих, как вы относитесь вообще к... Здесь нету... В этом спектакле очень мало актеров присутствует, несмотря на то, что и ваш дедушка актер, да, и те перформансисты, которых вы показали, да, но это не, собственно, я так понимаю, не совсем актерское искусство, это действительно некоторые индивидуальные высказывания, да, посредством тела. Вот последовательно ли вы ограничивали вот доступ этого актерского в свой спектакль, или это просто мое субъективное впечатление? I think there's one very, very, very long answer to your three questions. Сейчас будет очень длинный ответ на все три вопроса. Yes, so well, maybe the beginning is, for a very long time I was very much bored with theater and upset with theater. Мне очень долго было скучно в театре, и меня очень долго он раздражал и расстраивал. So I come from a theater family, and my mother organized these open theater festivals in Wrocław when I was a kid. Я из театральной семьи, моя мать организовывала во Вроцлаве театральные фестивали. And it's like, когда я был маленький, все это было вокруг. And I usually say that it's like when children get nuts too early, then they develop an allergy and they can't handle any nuts. Я говорю иногда, что если детей кормить орехами в раннем возрасте, то у них сразу возникает аллергия, и все, потом всю жизнь они орехи есть не могут. So I could give you a list of things that I hate about theater. It would be very long. Я могу написать список того, что я ненавижу про театр, и это будет очень длинный список. But also at the same time, it's something that is very natural for me, and that I think is gives certain conditions for certain things to happen. It is like a prepared space for something to happen. Но с другой стороны, это естественная среда для меня, и это среда, которая создает пространство для того, чтобы что-то могло в этом пространстве случиться, подготавливает его. And it's true, I think that the most interesting things happening in theater today happen in dance. И я действительно думаю, что самое интересное сейчас в театре, если говорить о театре, происходит в танце, в сфере танца. And in visual arts. И в визуальных видах искусства. And I really mean the most interesting things in theater. И я сейчас повторюсь, я говорю именно про театр. Самое интересное в театре происходит в танце и в визуальном искусстве. So I get a feeling, and this is something I could really elaborate on for a long time. Я могу говорить об этом очень долго, у меня возникает ощущение, that the people who do certain things in contemporary dance and contemporary visual arts are the people who understood the lessons of all the avant-garde, starting with the futurists, going through the 20s, going through the avant-garde of the 50s, 60s, 70s, all these new movements that were happening in performing arts. In theater, it looks like everyone forgot everything about it. Like
like, okay, good, we're happy that it was here, and right now, let's go back. Мне кажется, что в танце и в визуальных искусствах люди действительно выучили те уроки, которые нам преподали футуристы, авангардисты, 20-е, 50-е, 60-е. Действительно это поняли и сейчас находятся на другом уже этапе своего творческого развития. В то время как в театре у меня такое ощущение, что все посмотрели, ознакомились и сказали: хорошо, отлично, а вот теперь давайте вернемся назад. Of course, there's a lot of exceptions. Конечно, очень много исключений. But usually these exceptions go to look into the visual arts and choreography and cinema to get their inspiration. Aesthetic inspiration, yes, formal inspiration. Очень много исключений, но очень часто эти люди, они обращаются к кинематографу или к хореографии, или к визуальным видам искусства для того, чтобы получить вдохновение. Это в том числе формальное вдохновение. So we could spend obviously years or at least a few nights talking about, yes, is it theater, what is your definition of theater? Да, мы можем, наверное, провести долгие годы, рассуждая о том, что такое театр, ночи и годы. Годы и ночи. Да, рассуждая о том, что такое театр и как мы определяем театр. But the main thing, if I am to simplify it, the main thing for me that is really, really crucial is that if there is an event where somebody can come and can live something that is important, then I'm really, really happy. And then I will leave the definitions to critics. Но если все очень сильно упростить, для меня театр — это когда человек приходит куда-то и может прожить что-то важное. И вот, собственно, и все. А дальше уже могут определениями заниматься критики. Of course, I can always shoot with a theoretical reference or whatever, saying that Brecht said that if you don't want to call his theater, call it theater. Я могу сейчас начать жонглировать цитатами, теоретическими определениями, вспомнить Брехта, который говорил, что если не хотите называть это театром, дальше вы, не знаю, говорите, сказать театром. Да. But the question is more basic. It's about if it works or not. Но все очень, для меня все очень просто, работает или нет. Really, I could spend all night talking about Я могу дальше весь вечер про это говорить. But I think it's important because I'm really a fanatic of a certain way of looking at things. Я действительно фанатик определенного взгляда на вещи. So it's a little bit like this. Немножко так. If in theater, contemporary theater, there is or was, or a lot of people say there is a discussion between the people who say you can do anything, and other people who say, well, you have all these authors that are so important and did such good things. Why don't you explore that? Do you really think that you're better? Ну, если говорить вообще о театре, то, наверное, есть два лагеря. Есть те, которые говорят, вы можете делать все, что угодно, а есть те, которые говорят, вот есть прекрасные авторы, их очень много, идите, ознакомьтесь с тем, что они написали, вы думаете, можете лучше? So I think both sides are wrong. Я думаю, что оба этих лагеря не правы. Because they don't see what's been happening in the aesthetics for the last 40 years at least. Потому что они не учитывают то, что происходило последние, ну, как минимум 40 лет в эстетике. That was the time when we started taking seriously the idea that the whole world is a stage. Это было время, когда мы стали серьезно относиться к тезису, что весь мир — это театр. And that was a time when what started being defined is that when you find something, it has a value. And this thing that you find, it can be an author, but it can be something else. It can be a source, it can be a way of lighting something, it can be a situation that I have with the audience. And then if you find that thing, stick to it, see what is there. And the people who these so-called conservatives, they do it with the authors, but they just stick to the authors. They just stick to the texts. They explore it as if the text was the only thing that you can find. While the other ones, what they do
is they say, but we can do anything. So then they find this and they say, okay, but maybe we can do this as well. Yes, you can. Maybe we can do that. Yes, you can. So what? Do you see what I mean? Если, Okay, I'm sorry. что если ты находишь что-то, что имеет ценность, и это может быть автор, это может быть источник, это может быть какой-то контакт с аудиторией или тема, все что угодно. Дальше ты можешь заниматься тем, чтобы исследовать это в спектакле, смотреть на это, рассматривать, пытаться понять и почувствовать. С одной стороны. С другой стороны, есть консерваторы, которые говорят, вот вам автор, и работайте с текстом автора, и они только с этим. Но есть те, которые разрешают все, и тогда это тоже превращается в абсурд, потому что можно с кружкой, можно еще с чем-то, там уже просто бесполезно, и тогда уже никакого смысла нет, смысл уходит и растворяется. So, well, I will give you just one small reference that's important, well, that's really big for me, and that is Alan Capro, who was a visual artist, died a few years ago. Я приведу пример, который очень важен для меня, это Алан Капро, который умер недавно, visual artist. Yeah. Он был художником. But who, the way he thought, the way he taught to see the world was really to see how things happen. And then you start to discover that they have an aesthetic value. So they have a value that can actually be art for you. Он говорил о том, что надо смотреть и наблюдать за тем, что и как происходит. И в том, как это происходит, может быть эстетическая ценность. Если ты эту ценность увидишь, тогда эти предметы или объекты могут стать искусством для тебя. And that means two things. Для меня это значит две вещи. So, okay, I have to focus. Wait, but I have to go back and I will find it. Yes, so one thing is it explains if you go out on the street and it's a beautiful day and you look around and you think, this is so beautiful, this is much more beautiful than anything that I can ever imagine as art. Например, ты можешь выйти на улицу, посмотреть прекрасный день и сказать себе, ну это великолепно, это гораздо лучше, чем любой объект искусства, который я могу увидеть или создать. And then you kind of put it aside because you can't really deal with it, because you have your art here, but there's an experience here, so we say, no, those are two different experiences. This is the day experience, and this is the I'm closed in a box with a stage and actors saying things experience. А потом ты отстраняешься от этого, потому что ты понимаешь, что вот есть мое искусство, это площадка театральная, я работаю на этой театральной площадке, а вот этот прекрасный день. So the other wonderful thing is, Alan Capro, for me at least, he allows to take this thing, and the next step is, okay, well, if I'm an artist, what do I do about it? How do I deal with this thing that I found? How do I deal with the day that is so wonderful? How can I connect it to you? Can I make it a sort of a different experience for you? А дальше то, что говорит Алан Капро, следующее. Что мне делать с этим прекрасным днем? Могу ли я взять его и каким-то образом связать его со своим искусством? Могу ли я связать это с вами? Как я могу вам показать прекрасность этого дня? Не показать. It's not